you truly, truly dear. Life with its sorrow, life with its tear, fades into dreams when I feel you are near. For I love you truly, truly dear. Учение об энергии Божественной Матери. Возлюбленный Павел Венецианец, 12 мая 2005 года. Our love 'tis something to feel your kind hand. Ah, yes, 'tis something by your side to stand. Gone is the sorrow, Gone doubt and fear, for you love me truly. truly dear. Я есмь Павел Венецианец, пришедший к вам. Я есмь владыка третьего луча, луча любви. Вряд ли можно найти на Земле столько искажений на других лучах, сколько мы встречаем на луче любви. И это вполне объяснимо. Если бы были искажены дуальным состоянием мира все другие богокачества, но удалось бы сохранить в своем первозданном виде только одно качество божественной любви, то весь мир принял бы другие очертания. Любовь, качество любви, истинной любви, божественной любви. Вот что катастрофически не хватает вашему миру сейчас. Я пришел утвердить любовь. Я пришел дать вам любовь. Миры создаются любовью, и миры распадаются из-за недостатка качества любви. Поэтому настало время вам вплотную задуматься о любви и ее проявлении в вашей жизни. На самом деле у большинства людей полностью блокирована чакра сердца, которая ответственна за проведение энергии любви в ваш физический мир. Поэтому вы ощущаете недостаток любви. И вы пытаетесь компенсировать этот недостаток странными практиками, стимулируя чисто физиологический инстинкт. Поверьте мне, что большая часть искажений божественной энергии в вашем мире связана именно с неправильным использованием энергии Божественной Матери. Или по-другому вашей сексуальной энергии. Бог дал вам священный огонь, пламя священного огня, которое делает вас подобными богам. И поверьте мне, это пламя и эта энергия даны вам не для того, чтобы вы использовали их для своего удовольствия. Чем более бездумно вы используете свой священный огонь, тем большую карму вы творите. Ваши средства массовой информации и стереотипы поведения в вашем обществе, даже манера одеваться и вести себя,
стимулируют неправильное использование вашей сексуальной энергии. Пройдет какое-то время, и вы способны будете понять истинное назначение дарованного вам Богом дара священного огня. Но сейчас вам надлежит понять, что каждый раз, когда вы используете этот свой дар не в соответствии с божественным назначением, вы творите карму. Вы творите карму, потому что вы растрачиваете божественную энергию для получения пустых, чисто животных удовольствий. Впрочем, животные в этом отношении поступают гораздо разумнее вас. По крайней мере, их использование сексуальной энергии происходит в рамках годичных циклов в надлежащее тому время года. Во время сексуального акта происходит гигантское высвобождение божественной энергии. Это высвобождение божественной энергии можно сравнить со вспышкой сверхновой звезды. И вы знаете, что куда направлено ваше внимание, туда течет ваша энергия. И если вы в момент высвобождения божественной энергии думаете о получении удовольствия для себя или для своего партнера, то вы используете свою сексуальную энергию не по назначению. Для многих из вас мои слова могут показаться совершенно не укладывающимися в рамки того сознания, которое они имеют. Я вполне отдаю себе отчет, что мои слова для многих будут звучать странно. Однако я должен вас информировать о самых элементарных основах божественной этики, с которыми знакомы даже животные, но о которых по каким-то причинам забыло человечество. Все в этом мире принадлежит Богу, и вы являетесь частицами Бога. Поэтому все, что вы делаете, любые ваши действия, должны согласовываться с божественным законом и лежать в рамках этого закона. Если вы что-то делаете без воли Бога, то вы тем самым нарушаете закон этой вселенной и создаете карму. Поэтому, какими бы вам ни казались странными мои инструкции и рекомендации, пожалуйста, для начала хотя бы просто выслушайте их. Перед тем, как приступить к сексуальному акту, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы ваши действия были в соответствии с волей Бога. Вы должны состоять в законном браке с вашим сексуальным партнером. Вы не должны вступать в любые сексуальные отношения со случайными партнерами и с людьми одного пола с вами. Почему необходим постоянный партнер, с которым ваши отношения узаконены? Дело в том, что во время исполнения вашего супружеского долга происходит прямой обмен энергией между вами и вашим партнером. И если во время обычного общения с людьми вы постоянно обмениваетесь энергией, то ваш обмен энергией во время сексуальных отношений усиливается многократно. Фактически вы обмениваетесь всеми своими энергиями, и хорошими, и плохими.
Вы берете на себя карму друг друга, и вы делитесь своими заслугами с вашими сексуальными партнерами. И если вы состоите в законном браке, то в совместной жизни вы имеете возможность отрабатывать карму не только свою, но и своего супруга, если карма вашего супруга перевешивает вашу карму. Теперь представьте себе, что вы вступаете в сексуальные взаимоотношения со многими партнерами. И представьте себе, что многие из них имеют процент отработанной кармы гораздо меньше, чем ваш. И их кармические долги могут быть гораздо тяжелее ваших. Возможно, они пришли в этот мир отрабатывать карму убийства или карму предательства и другие самые худшие виды кармы. И вот вы, совершенно бездумно вступая с ними в сексуальные отношения, забираете часть их кармы на себя. И если вы при этом состоите в законном браке, то потом вы переносите эту карму в свою семью. И после этого вы удивляетесь, почему у вас возникают все ваши жизненные проблемы. Сексуальная энергия имеет ту же природу, что энергия, используемая для творчества, созидания в вашем мире. И когда вы растрачиваете свой сексуальный потенциал для наслаждения, то вы тем самым лишаете себя творческой энергии. Вы сами ограничиваете свое развитие. И фактически большинство населения уже к зрелым годам настолько опустошено вследствие злоупотребления сексуальной энергией, что совершенно не способно к высшей созидательной деятельности. Оно просто не способно стать не только сотворцом с Богом, но и выполнять обычную для вашего мира творческую работу. Целью моей сегодняшней диктовки было поставить перед вами очень важный вопрос. И я делаю это открыто и как можно более откровенно, потому что я повторяю еще раз, что большая часть искажаемой человечеством энергии искажается именно через злоупотребление энергией Божественной Матери. Каждый ваш акт супружеских взаимоотношений вы должны совершать во имя Бога. Обратитесь с молитвой к Богу и посвятите священный огонь, который высвободится при вашем сексуальном контакте, Богу. Помните, куда направлено ваше внимание, туда течет ваша энергия. И если вы во время высвобождения вашего священного огня посвятите это высвобождение Богу, то тем самым вы направите всю высвобождаемую энергию в высшие сферы света. И эта энергия потом вернется к вам в виде благословений для вас и ваших детей. Постарайтесь использовать энергию Божественной Матери только для целей зачатия детей. И если вам на первых порах трудно будет взять на себя такие ограничения, то постарайтесь ограничить количество ваших контактов до 1-2 в неделю. Не забывайте хотя бы мысленно направить всю высвобождаемую энергию Богу. Просите Бога
чтобы эта энергия была направлена на благословение вас, ваших детей и всей вашей семьи. Всегда помните, что любое ваше действие на физическом плане может использоваться как во благо, так и во зло. И в каждую минуту, и в каждую секунду вашего пребывания в физическом мире вы получаете божественную энергию и направляете ее либо на создание иллюзии, когда она оседает в этом мире и умножает иллюзию, либо вы направляете вашу энергию в божественный мир, умножая ваши сокровища на небесах и создавая благую карму и умножая ваши заслуги. И краеугольным в вашей жизни будет то, как вы будете использовать вашу сексуальную энергию. Мне бы хотелось, чтобы вы внимательно ознакомились с сегодняшней лекцией и постарались приложить все данные мной рекомендации в вашей жизни. Я есмь Павел Венецианец. I love you truly, truly, dear. Life with its sorrow, life with its tear, fades into dreams when I feel you are near. For I love you truly, truly, dear. Our love 'tis something to feel.